334 привет. Кто здесь? Частая ошибка при измерении пульса и вибрации о низком заряде. Сейчас посмотрим. Как связь? Павел, привет. Слышите хорошо? Или не особо? Специально купил микрофон для стримов, как вы советовали, боновский. Павел, Дмитрий, Никита, привет. Отлично, Никита. Если слышно прекрасно, значит все-таки микрофон работает. Понеслась. Нас 7 человек пока. Давайте подождем хотя бы десяточку. И начну потихонечку вам рассказывать. Smash, а какая цена часов? Каких вот этих? Дорогие они, по-моему, 2,5. Эти около 2800. Мифа я, по-моему, брал, умудрился за 3,5 на Пандау. Нас уже 18. Алексей, привет. Smash, привет. Никита, привет. И давайте начнем. Основную информацию сейчас я предоставлю, что я не договорил в обзорах, или, может быть, было что-то непонятно по поводу вот этого вот браслета. Еще раз, что хочу особо отметить. То, что Роман, привет. Шамиль, привет. Привет. Лучше, чем эта штука, особенно если вы покупаете ее в Китае, хотя бы на том же Али за 1800 рублей, ну вы ничего не найдете. Говорит, что у Honor Band 4 лучше дизайн и удобнее зарядка, там, и не знаю, лучше ремешок, это бредятина все. То есть вот это топ на данный момент. И как половина продаж было на фитнес-браслетах у Xiaomi, так и останется. Ну только для, не знаю, несведущих, кто боится на Алиэкспрессе покупать, конечно же, они не пойдут в тот же связной, где я сегодня был и увидел браслет Mi Band 3 за 3700 рублей. У меня чуть афилактический шок не случился. Ну, не будем. Тим, привет. Давайте по поводу того, что у нас нет все-таки в этом браслете. Первое, что я забыл сказать, точнее не забыл, но, может быть, не особо акцентировал внимание. Помним, NFC здесь работать не будет, не сможем мы оплачивать при помощи этого браслета. Может быть, я буду сильно очень потом жалеть о своих словах и подкреплять мне на данный момент это нечем, но попомните мои слова, не будет NFC работать в России. На данный момент даже никакие метки на него не установить, то есть ничего вы не можете открывать. Во всяком случае, я в сети данной информации не нашел. Если кто-то нашел, можете меня поправить. Сет, Элина, привет. Павел, привет. Ярик, привет. Извините, что не получилось в воскресенье, я был в поезде. Практически уже ночью был в поезде, был недавно в Краснодаре. Но не будем. По поводу NFC сказал, то есть может быть метки и открывание замков он еще осилит когда-нибудь в перспективе, но на данном этапе жизненного развития NFC отсутствует. Притом нужно еще помнить, что если вы умудритесь купить китайскую версию вот этого браслета с NFC, то у вас не будет русского языка. Так что экстремалы из разряда того, ну на данный момент, так что экстремалы, кто хочет NFC-версию купить китайскую, то не советую ее брать. Нет, Роблаксер, сегодня, по-моему, нет конкурса, можете меня поправить. Микро похрипывает, ну скажите, если что, настрою. Сильно? Если тише буду говорить. Дальше, пульс ППГ, по поводу пульса. По поводу всех вообще приборов наручных, которые вы вешаете на запястье для того, чтобы считать ваш пульс. Раз и навсегда, фитнес-браслет, это фитнес-часы, не знаю, стратосы, полары, гармины, до 160 более-менее адекватно у вас будет считать браслет, часы, без разницы что, тем более Mi Band 4. Mi Band 4, кстати, значительно дольше, чем Mi Band 3. Mi Band 2 считает пульс, но, как многие считают, точнее, хотя у меня и Mi Band 3 довольно точным был. Все-таки по поводу ППГ и туалетной бумаги вы, надеюсь, поняли. Core 2 или Band 4, ну, смотря что вам нравится, Нифил. Так вот, пульс считает, но это не спортивная штука. То есть ничего вы не сможете вешать на него, у него нет голубого зуба. У него есть голубой зуб, но для связи с телефоном. Ни наушники вешать на него нельзя, как вы знаете. Нельзя также вешать на него никакие нагрудные датчики. То есть это вот такая вот красотулька. Красотулька с красивым экраном а-ля Hey Plus. По поводу этого сказал. По поводу велосипеда и всего подобного. Вы можете на головной экран, в принципе, вывесить ту информацию, которая вам необходима, но я пока не видел, чтобы люди с режимами
как-то бодро играли, и у них получалось для того же велосипеда скорость, допустим, устанавливать. Ну, учитывая, что нет GPS, мне кажется, это все бредятина. Только если соединять с телефоном, но опять же, тогда телефон лучше на ручке вешать. Что конкретно из косяков, о которых я не сказал, прямо дико бесит? Это пропадание картинки через 3 секунды. Я не знаю, как это поменять. Да, розыгрыши уже были, еще будут. Вообще-то там написаны даты, когда будут розыгрыши карт. Татьяна, привет. Богдан, привет. Что у вас зависло? Картинка есть, звук есть, други? Пишем. Можно ли разбить их стекло ударом об угол стены, например? Я не знаю, я буду тестить, но падали на асфальт у меня, и ничего с ними не было. Единственное, олеофобное покрытие, о котором все говорят, царапается он на ура, заляпывается на ура. То есть, если вы будете помнить о том, что похрипывает. Скузи. Вот так лучше? Нет, водонепроницаемость есть, и как раз вот это к следующему косяку. Про спорт будет. Никита, ответьте мне, хороший звук или нет? Вроде лучше. Окей, дальше идем. Что у нас по поводу пропадания картинки? 3 секунды. Если кто знает, как решить, можете написать в комментарии. На данный момент я не знаю, как решить эту проблему. Нет возможности считать в плавании в открытой воде. То есть для бассейна меньше 25 метров вы можете совершенно свободно узнать, каким образом и темп, и плюс количество грибков. Для открытой воды браслет бесполезен. Логично, это не особо спортивный гаджет, хотя и фитнес-трекер. В открытой воде, в общем, он бесполезен. Дальше. Что бы я еще хотел сказать? О чем бы я хотел рассказать? Что здесь лежит, я потом расскажу. А на данный момент я бы еще хотел рассказать, какие есть вообще приколюхи еще у этого браслета, о чем я, скорее всего, сделаю обзора. Первое. Его очень легко проверить на оригинальность. Если вы разберете его, вот здесь есть штрих-код. Точнее, вы сможете вынуть его капсулу. И по вот этому номеру вы совершенно свободно можете узнать, ваш браслет оригинала или нет. Раз. Два. По поводу ремешков. По поводу ремешков я бы... Так. Сделай что-то, пожалуйста. Постараюсь. Ничего не обещаю. По поводу камеры. Зум скачет. Скузи. Давайте положу просто все. Сбили. Ремешки у Mi Band 4, к сожалению, подходят только резиновые, но металлические тоже совершенно свободно можно подточить, и вы сможете их использовать. Это, конечно, изврат, но хотя бы так. От Mi Band 3. Что с батареей? С батареей все очень просто. По поводу косяка, который я говорил, что они живут неделю. Я все девайсы использую с ежесекундным измерением пульса. То есть, если вы поставите измерение пульса раз в 5 минут, то у вас великолепно сможет браслет дожить, я не знаю, до 15 дней это точно. 2 недели он живет, если вы не ставите ежеминутный пульс, и, соответственно, у вас еще нет какого-нибудь постоянного соединения с оповещениями с телефона, и все. На секунду приблизились к микрофону, и звук стал лучше. А вот сейчас лучше. Хожу с Honor Band 4, с Honor Band 3, не знаю, зачем его менять. Да не обязательно его менять. Дальше. О чем бы я еще хотел сказать? Шамиль, да, отлично. Что по поводу голубого зуба, как далеко вот эта штуковина ловит? Около 30 метров Mi Band 4 на открытой местности ловят. В принципе, через одну стену ловят, и все равно голубой зуб у него довольно чувствительный. Если вы там закинете на телефон что-нибудь или куда-нибудь его сможете положить в ту же тумбочку, то считайте метров 12-15 у вас остается. Купила месяц назад третий бенд, вот тебе четвертый. Да ничего страшного. Часы, чтобы можно было отвечать на звонки и WhatsApp. Давайте я сначала расскажу все-таки по поводу того, что не сказал по поводу Mi Band 4, и все. Да и в принципе все, наверное. Из косяков, которые активные такие, что больше нет. Тесты по поводу того, сколько он может выдержать из разряда положить на петарду, взорвать, заморозить.
и что-то подобное, в принципе, скоро начнутся. То есть, наверное, завтра, наверное, сегодня я его заморожу на ночь в морозилке, и постепенно начну пилить на это дело обзор. Что бы я еще хотел сказать? Вот на эти наушники у меня уже есть обзор на канале. К чему я их показываю? К тому, что я повторяю еще раз и призываю, друзья, не покупайте наушники подделки AirPods. По какой причине? Все очень просто. Потому что если вы один раз их купите, вам может либо повезти, либо не повезти. Если вам не повезет, то у вас получится на руках будет груз 200, образно говоря. Вы не сможете их ни перепродать, ничего с ними сделать. Если вам повезет, то значит будете с ними ходить, но это всегда будет подделка, и вы никогда не купите оригинал. То есть лучше покупайте оригинальные китайские наушники, хотя их нужно выбирать. Я считаю, что Китай должен стоить соответственно, то есть до 1500 рублей. Все, что дороже трешки, это уже какой-то бред, тем более с Алиэкспресса. Евгений, привет. Где скачать новые watchface? Камран, у меня есть ссылка под обзором, каким образом watchface устанавливаются. Там есть программа, вот там очень много циферблатов. Можно ли управлять китайскими командами браслетом с NFC? Я так понимаю, что у вас вопрос основной по поводу того, можно ли, если у вас есть микрофон в вашей версии браслета, то есть это, скорее всего, китайская версия, в которой есть микрофон, с NFC, китайская NFC-версия браслета имеет микрофон, но она понимает команды исключительно на китайском языке. Еще раз повторяю, на данном этапе и потом вряд ли что-то поменяется. Так, может, тогда не стоит пилить на обзор на подделки, как их перепродаж? Алмаз, да не всегда, иногда они у меня просто умирают. И я не могу не пилить обзор на подделки, потому что друзья у меня спрашивают обзоры на эти подделки. Если я его не сделаю, то тогда вы не узнаете, что не стоит их покупать. Ну, вот это неплохая подделка. Но опять же, я нашел, наверное, штук 7 различных вариантов AIS-60 на Алиэкспрессе. И от того, что у вас сейчас комментарии хорошие, допустим, у продавца на эти наушники, это не значит, что у вас уши будут в итоге хорошие. Они продадут партию, допустим, 200 штук, чтобы у них было 5 звезд, а потом начнут продавать хлам. Дальше. Сколько держит заряд батареи? Какие именно? Максимум. Вы про что, Алексей? Максим, купил себе китайскую версию, как убрать Alipay. На данный момент никак, Максим, но я не видел способов. Али Ахмедов, нас 120, немало. Отлично, на 114, и это не важно, нас может быть и 20. Главное, чтобы было о чем поговорить. Hey Plus лучше Mi Band 4? Нет, конечно. Хочу снимать. Hey Plus это предшественник Mi Band 4. Они на нем, я считаю, проверили, как рынок отнесется к этому браслету. И протестили, и выпустили вот что-то новое. Привет, а мнение о Xiaomi Amazfit Bip вкратце скажешь? Они топ, Семен, я купил за 3 штуки еще один Amazfit Bip для того, чтобы его взорвать на ваших глазах и проверить, что он может выдержать. Инал, рад, что на связи. Плавать можно? Конечно, можно. В этом магическом браслете есть функция подсчета грибков. И это очень круто для такой вот малютки за 1500 рублей. 1500, потому что, еще раз повторяю, на Пандау, с Пандау, правда, он еще не пришел, но на Пандау я смог купить за 1500. Где еще покупал? На Алиэкспрессе от, наверное, 1900 рублей до 3000, еще 4 браслета, потому что мне они нужны будут на розыгрыш, как вы помните. Стоит ли брать Mi Band 4 взамен BIP? Нет. Заметно различие оттенков цветов экрана и корпуса. Еще как, и как в Hey Plus очень виден вот этот квадратик экрана. Ну а что вы хотите за 1400 рублей? Че на мои комменты не отвечаешь? Евгений, я не успеваю все читать. Повтори, я прочитаю. Бипы стоит менять на Mi Band 4? Нет. Марат, подскажите, пожалуйста, часы, чтобы можно было отвечать на звонки и WhatsApp. Я вас расстрою, чтобы можно было адекватно отвечать на звонки и WhatsApp, это только Apple Watch, мое мнение. Другие часы будут либо Verge, но это будет мрак. Не знаю, нет, Apple Watch. А глобальная версия без NFC есть. Еще раз, глобалка есть, мультиязычная NFC нету у глобальной версии. В принципе, и микрофона нет, и ассистента тоже нет у глобалки, когда вы будете покупать. Mi Band 4 сколько держит заряд? У меня неделю, но опять же я перманентно измерял пульс, и я его муштровал, этот браслет. То есть, в принципе, у людей 2 недели он свободно живет, если вы пульс поставите подсчет раз в 5 минут. Вот там есть такая функция, будет отлично. Думал, что купить i60 или TISA 4. TISA 4.
Или FreeBuds, или Wavefun, да что угодно, только не i60. BIP актуальны, в чем они лучше Mi Band 4? Есть GPS. А какой разброс в ЭКГ между браслетом и нагрудным датчиком? ЭКГ не считает ни нагрудный датчик, ни браслет TCH. Дальше. Семен Вальков. Значит, можно брать, подскажи, взял за 3000. Где взял за 3000, пожалуйста? На Пандау, но, Семен, они мне еще не пришли, я очень надеюсь, что придут. Когда появится в России, что именно? По-моему, 9 числа была презентация Mi Band 4, и он появился в России официально. Amazfit Bip будет актуальнее, возможно, для тех, кому нужен GPS. В городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, Mi Band 2 выдержал поход в баню. Константин, у многих и Mi Band 3 выдерживает, и Mi Band 4, но любая техника, будь то 1000 раз крутая, там, не знаю, даже за 100 тысяч рублей, она не рассчитана на перепад температур. Я думаю, вы знаете, что такое микротрещины и понимаете, о чем я говорю. Mi Band 4 разочаровал, километры считают очень плохо, в дождь и в воде возможно использовать. Жест с поворотом руки, взрыв мозга. Да, но не у всех, я не обновлялся, у меня пока нет такого глюка, во-первых. Во-вторых, все, что не имеет GPS, считает километры плохо. Слава богу, Mi Band 4 считает более-менее шаги хорошо. Verge плохие? Нет, но они больше женские, Алексей, мне кажется, по внешнему виду. А кнопка в глобальный верх, в глобалке кнопка круглая, да, вроде бы. Это я вообще покупал в Москве, потому что я устал ждать для обзора 4 браслета, которых я заказал, и поэтому купил 5-й. Amazfit Bip лучше, что с ним можно плавать? Да, можно плавать, но лучше не в соленой воде. Стоит ли менять Mi Band 3 на Mi Band 4? Нет. Если вы Mi Band 3 не сможете продать. TicWatch, будут ли обзоры? Будут, Боб, но мне жалко денег пока. Блин, Apple не хочу. Почему не сделают часы нормальные, чтобы на звонки можно было отвечать? Давно бы уже купила. Купил, наверное, Марат. Может быть. Почему не стоит менять бипы на Band 4? Нужны только в качестве часов. Хотелось бы музыку переключать. Ну, берите тогда Mi Band 4, но, как я знаю, на бипах тоже можно эту функцию установить. Поэтому не понимаю, зачем менять. Будет ли что интересное? Так, не успеваю. Как оперативно подключается при дисконнекте, как оперативно обновляет погоду. Подключается оперативно, а обновляет погоду, но я не скажу. Быстро? А зачем вам часто? У вас часто меняется погода? Подскажите, пожалуйста, Amazfit Bip 2 уже есть? Можно ли брать, чем отличие от первого? Нет, есть Amazfit Bip Lite. И пока там ничего серьезного, но я их купил на обзор, поэтому скоро вам расскажу. Купил AirDots, а там надпись Redmi, а не Mi. Все нормально, Crazy, все окей. Ну погоди, зачем пароль на Mi Band 4, если с него нечего воровать и красть какие-то данные? Погоди, здесь фишка в том, что у вас может быть Mi Band 4 являться ключом для вашего телефона. И если вы поставите его ключом для вашего телефона, хоть какой-то пароль на нем, это неплохо, в принципе. А Amazfit Bip не может переключать музыку. Александр, привет. Ярик, привет. Бип может переключать музыку, надо стороннюю программу установить, у меня есть про это обзор. Гляньте TicWatch. Марат, у меня TicWatch аж 3 штуки разные лежат в корзине, но мне дико жалко на них денег. Я не рискую в баню ходить с браслетом, и правильно. Но все же Honor 4 или Mi Band 3. Mi Band 4, конечно. Ярик не может. Как ведет себя на солнце, время и пульс видно. Еще раз, Даник, я был в Краснодаре. При максимальной яркости я лично плохо вижу на солнце. Не идеально. То есть, если заниматься спортом, я считаю, что яркости мало. Хотя, в принципе, если ты ходишь, и как мне все писали в комментариях, тем, кто пишет мне в комментах, яркости хватает. Мне нет. Так, сколько стоит в России? Не знаю, Оник, я ничего не покупаю в России, это слишком жестко для моего кармана, если я буду покупать в России что-то на обзоры. Mi Band 3 стоит на бипами поменять? Да. Будет ли Verge 2 и Bip 2 в режиме тренера как Stratos? Не знаю, Сергей. Евгений не успел прочитать. А менять Mi Band 2 на Mi Band 4 стоит. Стоит, потому что Mi Band 4 красивее. Когда примерно ждать обзор на Verge 2? Когда они выйдут, их еще нет в продаже. Роман, я тоже думаю. Так, прям блиц-опрос. Пробовал уже те проводные наушники? Да, Никита пробовал, мне они нравятся. Скажи, пожалуйста, какие взять Apple Watch 3, Apple Watch 4, Глеб. Вообще с Apple Watch'ами все просто, берите всегда последние. Это не как с их телефонами. Меняю Mi Band 3 на 4, правильно ли? Хорошо, жесть, завал вопросов. Нормально все, успеваем. Беспроводные наушники, что взять? Meizu Pop 2, M9 или i60? M9.
Беспроводные наушники одновременно не успеваю. Слышал, что массово появляются трещины в AirDots. Слышал, и это правда. Я купил себе Mi Band 4, как сделать свой циферблат. Посмотрите мой обзор, я показал вам. Сделать свой, сделаю обзор скоро. Привет, пробовал с Bluetooth наушников переключать наушники музыку. Нет, не пробовал. Скажи, пожалуйста, какие взять Apple Watch 4 берите. Пульс также считается рулон туалетной бумаги, и как вообще он считается? Как и все. Винатор, как и все. То есть пульс считает он, как и все девайсы, по большому счету, и в принципе довольно точно. Я с тонометром пробовал, просто не стал это вставлять в ролик. Уж очень долгий был он был и нудный. Вот сейчас я могу вам рассказать, что в принципе браслет считает пульс не хуже, чем те же Stratos и те же Verge или любой другой девайс. Сколько цилиндров в четырехцилиндровом двигателе? Смешно, Санечек. Ронда, привет. Давайте не будем засорять очень сильно эфир, чтобы я мог отвечать. Ждешь Amazfit GTR? Да, очень жду, чтобы купить. Если инфа про Mi Band 5, не раньше, чем через год она появится. Что в новом не так с последующими бендами от Honor, Huawei, раз Mi Band точно лучше? Нет, это четвертый хуже. У Huawei проблема с глюками, он очень глючный девайс, это мое мнение. Беспроводные наушники одновременно с Band 4 User лучше не отваливаются. Unnamed, вопрос только в вашем телефоне, к которому вы подключаете браслеты, наушники, а не в браслете. Он может поддерживать 3, 4, 5 девайсов Bluetooth одновременно. Сколько те проводные стоят и какой фирмы? Около двушки, но об этом я расскажу потом. Хорошие фирмы. Стоит ли брать Stratos или они уже морально устарели? Сергей, я не знаю, мне они нравятся, я не могу ответить вам адекватно. Мне они нравятся. Проверьте телефон Moto. Может быть. Спасибо за обзор, заказал себе Mi Band 4. Хорошо. Я хочу купить Amazfit Bip 2. Хотелось бы знать отличия. Лучше первый брать, когда обзор примерно на Fit 2. Правда ли BIP 1 экран отклеивается? Да, в BIP первом много брака, но опять же это не много брака, а просто Amazfit BIP первый очень большое количество продали, и поэтому много появляется брака. Дальше, стоит ли менять Xiaomi Redmi Note 4 на Mi 9? Стоит. Однозначно. Amazfit BIP либо Band 4. Посоветую почему. Если нужен GPS BIP, если GPS не нужен, Band 4, потому что BIP стоят все равно в 2 раза дороже бендов. AirPods можно подключить, чтобы музыку можно было переключать. Можно сторонние программы для AirPods установить, но это все Марокко, я считаю. Когда розыгрыш M9? А разве он 10 числа? Покупать ли Mi Band 4 и оставить Mi Band 3? Я думаю, попытайтесь Mi Band 3 продать. Если продадите, покупайте Mi Band 4. Сделай обзор на Blitzwolf и FE 5. Ярослав, они идут мне уже по России. Привет, посоветуй, пожалуйста, планшет за 10-15 тысяч. Я беру планшеты на Тимоле всегда. У меня, по-моему, 3-й уже планшет, и, по-моему, у меня самсунговские. Старайтесь купить что-нибудь с большее количество оперативки. Извини, что не в тему стрима, но стоит ли своих денег Honor FlyPods? Honor FreeBuds 2 точно стоит своих денег, а FlyPods что-то много очень негатива про них в последнее время я читал. Дальше. Стоит ли брать Redmi Note 7? Да. Если у вас нет больше ни на что денег. Но лучше с 4 гектарами оперативки. Какой из телефонов Xiaomi самый лучший, оптимальный на твой взгляд? Redmi Note 7 с максимальным количеством оперативы, чтобы не жалко было потерять. Но опять же, у кого какие зарплаты. Плюс 3 сравнивал с классическим пальцевым прижатием, отлично. Ничего не понял, ну ладно. Экран хрень. Ну, киллер, главное без мата. Я не знаю, вот про этот, я просто с Hi-Plus сравниваю, по-моему, тут то же самое. Привет, что думаешь о Samsung Gear Sport? Я считаю, что Samsung заелись. Андрей, нет, лучше бери CC9, понятно. Так все-таки BIP взять или Mi Band 4? И где взять ссылку на глобальный Band 4? Андрей, по-моему, у меня по ссылке есть глобальный Band 4. А зачем он вам нужен, если у китайского Band 4 есть русский язык? Главное без NFC покупать. Привет, я Санек Жилов. Кьют, привет. GTGO, привет. Топ-видео. Друг мне говорит, купить 4 или ходишь... Ничего не понял, что вы сказали. Мир мировой. Ответ хотел бы короче. Сложно. Есть серия Marvel, Honor, Xiaomi Mi Band 4, но они китайские. Да ничего, просто без NFC она. Обычная китайская без NFC версия. Можете купить. У нас в городе был Band 3 стоит 1500, а Band 4 на Али до 1900 где-то Альбина максимум стоит Band 4.
Привет, как думаешь, менять ли Mi Band 2 на на Smart Band, на Xiaomi Mi Band 4, наверное? Да, стоит. И лучше брать китайскую версию, потому что она дешевле, только без NFC, чтобы у вас появился русский язык. Так как вы, скорее всего, русскоязычные пользователи, вы ведь на моем стриме. Mi Band 4 имеет функцию счетчика километров на велосипеде. Тарик, вот все эти километры на вот этом магическом устройстве, это фейк. То есть это подделка. Вы не можете четко знать, сколько вы проделали километров при помощи носимого устройства. У него нет GPS. Только бипы могут подсказать. Добрый человек, я подписался. Мир, спасибо. Ты в какой стране живешь? Я в Казахстане. Евгений, я в России живу. Redmi Note 7 64 с Pandao за 9500. Саша, никаких надписей здесь по поводу магазинов. Я их говорю, а вы не пишите по возможности. Покупать ли Mi Band 4 не пожалею. И, Саша, когда он вам дойдет, вы нам напишите обязательно. Мне хотя бы. Буду очень рад узнать, дошел он вам или нет, потому что мне кое-что с Pandao не приходило. Блокировку iPhone Mi Band 4 пункт такого в Mi Fit нет. Может появится, Артур. Александр Сяомович, покупать Mi Band 4 не пожалею. Сегодня на стриме аншлаг. Ну, пока да. Получается, в серии Marvel нет русского языка. Сергей, в серии Marvel есть русский язык. Китайская лимитированная версия, просто стилизованная под героев Marvel ремешки и все. То есть у вас будет русский язык в серии Marvel, потому что NFC там нет. Очень кратко, стоит ли ждать BIP 2 или взять Band? Если вам нужен GPS, стоит ждать BIP 2. Тип можно скачать программу для переключения музыки, а Mi Band 3 можно не менять. И я немного согласен с великим Вилсом насчет планшетов, что iPad лучше, а Android планшеты уже не имеют... ну, это ваше мнение, Никита. Если у вас много денег, то можете соглашаться. Купить Mi Band 4 китайскую или глобалку? Китайскую без NFC, у вас будет русский язык. Пойдет ли на Bluetooth 2, 4.2 Mi Band 4? Пойдет. Главное, чтобы Low Energy был. Привет, ты слышал? Не успел. Единственное, BIP 2 будет выглядеть престижнее за счет лучшего материала. Будем надеяться. Так, никакой рекламы, Виктор Евгеньевич, хорошо? Кирилл Крачковский. Что делать, если случайно подтвердил, что заказ пришел на Алике, но он еще даже не отправился? Напишите в службу поддержки срочно и опишите проблему. Ронда, знать бы, когда будет MSFIT BIP 2, очень надеюсь, что не ударят в грязь лицом. Точно не ударят. В этом году BIP 2 будет? Думаю, да. Пойдет ли Mi Band 4 на Android 4.2? Там главное, какой голубой зуб, Александр. Если Bluetooth 4.2 с Low Energy пойдет. Хочу менять iPhone на Xiaomi. Подскажите, пожалуйста, модель с максимальной диагональю и производительностью. Или у компании есть что-то перспективнее. Сергей, не меняйте iPhone. Смотря какой у вас iPhone, правда, но лучше не меняйте. Пойдет ли Mi Band 4 на Android 4.2? Еще раз, Александр, напишешь, я тебя блокирну. Ну, тяжело. Не успеваю отвечать. Берите глобалку, там нет Alipay, не будет мешать при переключении музыки. Ильдар, да, но она будет дороже. И это единственное, за что им придется переплатить. Пойдет ли Mi Band 4 на... Так, не лучше ли брать глобальную версию, а не китайскую? В глобальной тоже есть русский язык. Есть ли в глобальной NFC? В глобальной версии, по-моему, NFC-шек вообще нет. Вот, в принципе. Подскажите, как с iPhone Connect происходит? Нормально. Так... Killer Instinct. Там не в BIP 2 будет ЭКГ для пенсионеров. Он будет в Verge, по-моему, втором. Ну ладно. Mi Band 4 есть функции разрывов, когда телефон забываешь дома. Очень хорошая функция. Не знаю, есть ли в четвертом. Есть. Есть в четвертом. У меня денег нет, но мое мнение такое. Или iPad, или ничего. Ну хорошо. Поздравляю, у тебя 120 людей. 115 уже. Расскажи, как все успеваешь в своей жизни, работаешь, вести канал, бегать, уделять время жене и ребенку, не забывать про себя. Про себя, Сергей, забываю просто и все. Пилю ночами ролики, не шучу. Кстати, смотрел на одном китайском сайте версия с Marvel, и там были только с версией NFC. Но я не знаю, где вы видели, скиньте мне. Может быть, я дезинформирую людей, но как я знаю, что версия с Marvel, она вся идет без NFC, китайская. Вот. Так, Low Energy это что такое? Это тип голубого зуба, Bluetooth. Какая разница между Redmi Note 4 и Mi 9 в фотках или вообще взять iPhone 7? Бери iPhone 7. BIP 2 тоже будет? Да. Ты говоришь, на твой взгляд, оптимален Redmi 7. А как же Mi 9T? Да потому что они не столько всего просто расклепали, вот примерно одинаковых характеристик, что я честно не знаю. Понятия не имею, что лучше брать у Xiaomi, потому что
Если есть альтернативы, лучше брать что-нибудь хайповое. По поводу этого вы всегда сможете у кого-то что-то спросить. Так, дальше. Зачем русский язык? Сообщения на любой версии приходят на русском, а в меню там 10 слов, которые на английском можно поменять. Игорь, это исключительно ваше мнение. Люди любят русский на всем. Ну, не знаю, как ко мне Mi Band 3 отстоем тем еще было. Я до сих пор на Mi Band 2. С бипа второго... Не факт, что с бипами вторыми не облажаются. Не факт. Никита, привет. Евгений, я девочка. Мы рады. Евгений Колоколов, добрый вечер. На данный момент какая нормальная цена Mi Band 4? На данный момент 1900 рублей на Алиэкспрессе адекватная цена для Mi Band 4. Менять ли Mi Band 3 на Mi Band 4 спустя полгода ходьбы с третьим? Не знаю, если вам форм-фактор нравится такой, и нравится цветной экран, почему не поменять? Но опять же, сначала продайте Mi Band 3. Али, у меня жизнь, да, довольно насыщенная. Диана, спасибо, Александр. Главное, чтобы с погодой не было проблем. Это все еще зависит от вашего интернета, Диана. Альбина, на Band 5 обещают измерение датчик. Вообще ЭКГ, вот это такой бред, если честно. У Амро есть датчик давления. Амро, я думаю, вы знаете, что за фирма, или Орман, наверное, медицинская, она тонометры выпускает. Вот посмотрите, как эта штуковина выглядит, габариты ее, и поймете, что такое измерение давления. А что, как ЭКГ, ну, я не знаю, будут считать, это бред. Подскажи, пожалуйста, эту функцию на Mi Band, ну, не бред, но будет примерно. Подскажи, пожалуйста, эту функцию на Mi Band 4, если вам удобно, спасибо. Какую мир мировой я должен подсказать функцию? Можно просто купить обычную версию браслета и просто купить ремешок Marvel. Да, Сергей, идеальный лайфхак, я считаю. На мою валюту Redmi Note 7 стоит 67 500, SS9 111 500. Ну, вы решили уже изначально, что лучше брать. GT Go, долго думал, какие уши выбрать. Надоел тебе, наверное, но в итоге заказал Pop 2. Что думаешь? Думаю, что звук у них лучше всех. Единственное, ну, во всяком случае, они точно удобнее. Может быть, у них чуть-чуть не хватает басов, и, может быть, они недостаточно громкие, но это все решаемо эквалайзером, я считаю. Что я думаю о Honor Band 5? Не думаю, когда придет, буду думать, когда я его пощупаю. Bluetooth на телефоне всегда должен быть включен для работы браслет. Нет, голубой зуб у браслета, ну, голубой зуб вы вообще можете без телефона ходить. Вам нужен Bluetooth только, чтобы оповещения приходили. Так, с Mi Band тоже нежелательно в море плавать. Ну, вообще в соленой воде ни с чем нежелательно плавать. А так можете плавать, в принципе. Там вроде защиты достаточно. Возможно ли поменять Honor 4S Pro на iPhone 5 или 5s? Ну, я не знаю. Мне кажется, пятерка морально устарела. Минимум семерку надо брать, вы уже извините. Инал М9 или Аномы Баца. А вот то, что вам больше внешне нравится, то и берите. Амрон, спасибо большое, Кьют. Вот у Амрона есть браслет, который давление меряет. Вот он более-менее реально выглядит. Посмотрите обязательно, если кому интересно. Альбина, я рад, что вы согласны. Да, у меня нет проблем с интернетом. Диана, у вас может не быть проблем с интернетом. У вас могут блочить просто-напросто провайдеры, какие-то сайты, и это будет влиять на работу Мифита, как в России было. Mi Band 4 или Honor Band 4? Mi Band 4 однозначно. Я с Алика заказывал iPad 2018 за 20-ку, а многие планшеты на андроиде дороже стоят. Ну, круть. 20-ка это норм. Привет, а дисплей можно поцарапать? Андрей, легко. И царапается легко, и заляпывается легко. Какой телефон стоит слева? Это Redmi Note 7. Я просто думал показать Mi Fit, а потом подумал, что в принципе и так не успеваю отвечать. Ремешки Mi Band 3 или Mi Band 4 взаимозаменяемы? Да. Только Mi Band 4 ремешки, Mi Band 3 металлические ремешки нужно будет подпиливать, чтобы Mi Band 4 засунуть. Может, поможет кому-то определиться. Отлично. Подскажите функцию разрыв, если удобно, спасибо. Есть функция разрыва. Привет, подскажи, как поставить пароль на Mi Band 4, действую по инструкции, в итоге не получается. Да там все просто. Саня, я сделаю инструкцию большую по поводу того, что как делать с бендом. Буквально через 3 дня 5 максимум выгружу. Так же, как на Mi Band 3 делал. Что думаешь о Honor Band 5? Я не видел его еще, в руках не держал, ничего не думаю. Как думаете, Xiaomi Mi True Wireless лучше, чем Xiaomi AirDots? Опа, не знаю. Мне кажется, у Xiaomi нет удачных наушников. Так, Андрей, я рад, спасибо. Ямка, даров, неужели, что кто-то купит БУ Band 3? Легко. Сегодня что-то разыгрывается? Нет, Кайрат, ничего. По-моему. А чем отличается IP68 от IPX7? Посмотрите в гугле, много чем отличается. IPX7 это защита исключительно от воды, а IP68 это частично от воды, частично от пыли. То есть, если у вас есть защита от воды, у вас может не быть защиты от пыли. А разница в защите от воды я потом расскажу, можете погуглить сами.
Так, пока у нас тема Mi Band 4. Это что, Lemfa M1? Вроде бы да, но я не уверен. Но это точно Мифа О5. А по поводу браслетов я еще пока не разбирался. Что за часы в кадре? Вот как раз Lemfo какие-то там. i10, i60 на i100 будет обзор. Ну, будет, если надо. У меня Mi Band 4 идут сразу защитные стекла или пленки. Нет, Альбина, вот защитные стекла или пленки никогда не советую на девайсах ставить, потому что это мазохизм. Опять же, мое субъективное мнение. Не так они дорого стоят. И вы, когда производитель выпускал девайс, он изначально не думал о том, что вы будете делать на него защитные пленки какие-то, ставить. Mi Band 4 подключается к Samsung Galaxy A6 через Bluetooth. Конечно же, подключается. Amazfit Bip или Mi Band 4? Хочу DR... Ну, Максим, если у вас есть необходимость у супруги GPS, то тогда Bip однозначно. Если нет, Mi Band 4. Полностью ремешки не подпиливаются, остаются зазоры. Ну, логично, Виктор, что идеально ничего не сделаешь. Егор, что за часы в кадре? Лемфо, вот эти, и вот эти то. Лемфо, по-моему, Лемфо. Вот, эти с наушниками, днище еще то, но потом расскажу. Стоит ли Mi Band 3 на Mi Band 4? Да, стоит, Mi Band 3 продайте сначала. Подскажите телефон для съемки видео до 15К. Redmi Note 7 возьмите, будет вылетать камера, да и черт с ней. Постепенно нарежете, что надо. Ну, если вам идеально не нужно. А так Huawei P20 или P30 Pro. Блин, так долго ждал стрим, и сейчас надо убегать. Да ничего страшного, Инал. Во-первых, я оставлю стрим в записи. Во-вторых, видите, он не особо динамичный. В основном отвечаю на вопросы. Очень хорошо информативно рассказываешь, слушать интересно. Можно ли как-то установить умный будильник с фазами сна и вообще как с этим у Mi Band 4? Штатные функции нет у Mi Band 4, но умный будильник установить можно. По-моему, у меня в обзоре было даже как. Во всяком случае, так же, как на Mi Band 3. Можно. Amazfit Bip неправильно определяет шаги и расстояния. Что думаешь и как это исправить? Чаще, Павел, проводите восьмерочкой. Вы знаете, о чем я. Настраивайте чаще, корректируйте данные. Вы поняли, в общем. В субботу или воскресенье будет стрим? В субботу или воскресенье? Пока не знаю, как на работе будет. А сколько на YouTube зарабатываешь? Никита, сколько я зарабатываю, столько и трачу на данном этапе жизненного развития. Альбина, ну, во всяком случае, я вышел в ноль, поверю. Хорошо. Горыныч, я уже который день ищу наушники. Подскажи, какие лучше бюджетные ТВС наушники взять. А на мои бацы напишите в ВК, отвечу. Огромное спасибо за ответ. Пожалуйста, Максим. Я имел в виду смотреть, показать настройки, эту функцию разрыв соединений. Спасибо. Мир мировой, я понял, я тебе покажу в ролике потом. Так, вот давайте без намека на мата. Киллер. Интересно, копии браслета с мстителями будут на Band 4? То спецверсия дорогая. Вы можете, конечно же, будут. Мне кажется, они уже есть. Если на стекле олеофобное покрытие, есть, Миха, но оно толком не работает. Это олеофобное покрытие. Браслет моментально покрывается пятнами. Что за часики справа в углу? Это Лемфа хлам. Скоро расскажу. Что за уши? Вот уши проводные топ, Мифа ничего. Вот эти наушники, кстати, это браслет-наушники хлам. Потом расскажу. Плавали ли в Mi Band 4? Как он показывает себя в бассейне? Том, у меня показывал себя в бассейне норм. В комментариях написано, что не очень хорошо у людей работает. Не знаю. Бегать можно с ними по GPS телефона? Старт и стоп при беге. Конечно, Ярослав, можно. Тимур, почем продать Mi Band 3 можно, чтобы не нагло было или дешево? Я бы продавал по 1200, потому что сейчас он в инете 1400. Если в хлам убитый, то за 1100. За 900 рублей миллиард процентов продаж. Но если получится за 1500 заказать на Пандау и за 900 продать, мне кажется, это будет выгодно. За 1500 я имею в виду Mi Band 4. Так, что за проводные уши в кадре? О них я расскажу скоро. Пока мне они нравятся, но я их должен по-нормальному потестить и, как всегда, не один. Дальше. Что у меня, Xiaomi Mi Band 4 или Honor Band 4? А то у меня и то, и другое, не знаю, что одеть. Надеть, наверное. Одеть. Без разницы. Xiaomi Mi Band 4, если больше нравится, одевайте их. Если Honor Band 4, одевайте их. Я продал Band 3 за 1400. Михаил, вы просто талантливый продавец. Да в обзоре про умный будильник через сторонние приложения. Да, было. И будет. Копия ремешков от Marvel уже есть, стоит копейки. Спасибо, Виктор. Играешь ли в игры на PS или ПК, чтобы бы выбрал, если бы играл? Я играю в PUBG, но играю уже раз в месяц, наверное, если не раз в 3 месяца. Потому что не успеваю с каналом. Саша, как вы думаете, GPS не имеет значения для отображения обновления на Amazfit Bip?
Я не понял вопроса, Диана, если честно. Напишите в ВК, вот прям не понял. Розыгрыш будет на Mi Band 4? Мир мировой. Еще раз посмотри в описании, каких дат будут розыгрыши на Mi Band 4. Сейчас не будет его. Кстати, на что сейчас съемка идет? На P20 Pro, на телефон. Но видите, как глючит уже фокус. Ну, хотя, может быть, как вам? Как вам связь? Так, опа, крутые арматурные уши. Крутые, Алекс. Александр, видели на Али Lenovo W5 GPS? Да, и пока не решил, хочу я купить их или нет. Саша купил Mi Band 3 за 840 рублей, через полгода продал за 1000. Это прям топ. Надеть правильно, да, спасибо. Мне уже просто с легкий зависон идет, потому что 40 минут я отвечаю, из них, наверное, 35 на ваши вопросы. Купил Mi Band 3 за... Так, если продавать БУ Mi Band 3 полностью без царапин, за сколько продавать? За 1100 спокойно, за 1200 попробуйте. Если считаю, что да, смотря где живете, если считаю, что да, стоит ждать. PUBG лучшая игра на ПК. Виктор, ну для многих да, для некоторых нет. Зачем люди берут БУ Бенда, если 200 рублей прибавил и новый можно? Не все умеют на Алиэкспрессе покупать. Сегодня не будет итогов розыгрыша? Нет, Борис, потому что сегодня не должно было быть никакого розыгрыша. Ты пиксель заказать хотел вроде. Нет, GTGO, вот ты хотел, чтобы я заказал пиксель, а я сказал, что я подумаю. Что за хейтер у тебя там в ВК? Никита Тарасов, у меня около 700 человек заблокировано на YouTube. Я думаю, что хейтеров у меня более чем достаточно. Honor 5 говно, цена будет завышенной, уведомления глючат. На 4-м Honor точно глючит. А что, уже продают? На китайской Honor, напишите мне, Huawei Honor 5 разве продают? На китайской версии, насколько я знаю, свайп вправо вызывает Alipay. Можно ли это поменять? Пока нет, только если кастомную прошивку поставить. Опять же, я даже не читал про это. Привет, продал Mi Band 3 за 1800, норм или слишком мало? Или, Алексей, у вас нет совести, за 1900 можно 4-й купить новый. Когда появляться в новых Mi Band возможность отвечать на звонки и сообщения, будет топ. Пока пользуюсь первой версией Apple Watch. Но тогда это уже будут умные часы, World Games. Миха Бэй, сколько заряжается Mi Band 4? Не засекал, мне кажется, часа полтора. Максим, нашел Mi Band 4 за 600 гривен. Понятия не имею, сколько это в рублях. Стоило ли брать на Pandao Mi Band 4 за 1500? Геня, вот это норм. Cute Place, если вы будете еще что-то писать про кого-то на моем канале, то я вас заблочу просто и все. А я думал, я предложил пиксель купить, а не GTGO. Может быть и ты, Никита. Директор Huawei засветил Honor 5, там измерение кислорода. Ну, оно опять же примерное, все эти VO2 Max, это все программно. Думаю, может быть что-то не с GPS-модулем в часах. Если так, может ли что-то послужить проблемой? Может, вы перезагрузите заново часы. Вообще со всеми девайсами, что у вас есть, други, я советую всегда поступать так. Если у вас начинаются глюки, то вы очень просто берете, магическим образом удаляете девайс из программы, которую вы используете. Если Honor это там здоровье, если Huawei. Так, когда розыгрыш? Влад, каких наушников? Вы скорректируете. У меня разве сегодня розыгрыш должен быть? Так, Honor. Есть смысл в России брать с NFC? Нет. Еще раз, если у вас глючит любой девайс, вы сначала отвязываете его от программы, удаляете программу, потом заново устанавливаете программу и подключаете девайс, обновляете. И чаще всего у вас будет все хорошо. Так, Павел Григорьев, как вы быстро отвечаете? Я в шоке. И, к сожалению, я не всегда правильно отвечаю. В 20-х числах только показать должны вроде. А инфа про глючные уведомления – это фантазии чуваков из чата. Ронда, возможно, они правы, потому что в 4-м уже в Honor Band Huawei в 4-м были уже глюки. Есть ли смысл в России брать NFC? Нет. Так, кстати, подскажи, можно вернуть деньги за копию AirPods, то по сути это контрафакт? Нет, там указано, что это копия AirPods. Как думаешь, китайские NFC будут когда-нибудь работать? Думаю, не будут в браслетах не скоро. А в часах, может быть, когда-нибудь. Чем отличается будильник обычный от умного? Никита, умный будильник на любом из гаджетов, это подразумевает подключение. Проще говоря, ты даешь коридор своему девайсу, и он будет тебя в той фазе сна, которая максимально тебе подходит, чтобы ты бодрым встал. Вот кратко так. Band 4 норм видно на солнце, и сколько они жили у тебя? У меня жили неделю, но я их мучил. То есть обычно они живут 2 недели, на солнце видно большинству норм, мне не хватает.
Так, какой блок питания нужен? От любого USB. У человека есть две фазы сна, и умный будильник будет тебя в правильную фазу. Нет, Ронда, не две фазы, не дезинформируйте. Просто вот такие девайсы видят только две. Почитайте. Сколько тебе лет и давно ты занимаешься каналом? 1,5 года я занимаюсь каналом, мне 35. Может какой-нибудь умный диджей заказать, вроде популярный? Не знаю, ВКонтакте напиши. Говорят, что Honor 4 ярче, чем Band 4. Это провокация? Провокация, Пати. Примерно одинаково, по-моему, даже. Так, есть ли подделки Mi Band 4? Пока нет, мне кажется, но будет. А будет ли обзор на Nibuya Alpha? Не знаю, что это. Напишите в ВК. Спасибо за ваши советы на мои вопросы, а мне, к сожалению, пора идти. Был рад вам поотвечать, Павел Григорьев. Никель. Сижу с Mi Band 4 на руке, и баги с уведомлениями были, не приходили. Печаль. Может быть, дело, кстати, никель в телефоне. Очень часто бывает и такое. Стоит ли покупать его просто так, не для спорта? То ли, если у вас нет носимого девайса, начать вот с этой штуки за 1,5 штуки, за 1900 рублей. Более чем грамотный подход. Huawei 3 Band Pro с GPS за 1800 на Pandao в солидном магазине. Норм по сравнению с Mi Band 4. Я не тестил Band 3 Pro с GPS, и вы мне подсказали хорошую идею. Я сейчас пойду и куплю, если успею. С какого-то города давно хотел спросить. Архангельская область. Можно ли замутить какую-нибудь NFC-метку с помощью этого браслета? Пока нет, ни у кого не получалось. Я не читал, что у кого-то получалось. Мне кажется, Mi Band 3 стабильнее в работе, чем Honor и Band 4. Да, на данный момент, да, у них прошивка уже допилена по полной. Так, с Киану Ривзом появился циферблат? Я вообще-то с ним сижу. С Киану Ривзом циферблат. Он у меня не исчезал никуда. Так, новые смарт-часы. Окей, напишите мне в ВК. У тебя классные видосы, спасибо за ответы, я побежал по делам. Удачи, Unnamed. Заказал Mi Band 3 с Али и купил Mi Band 4. Заказ отменить не могу, что делать? Напишите продавцу, если они не отправили, вам повезет, и может быть он откажется продавать вам. Толя Рогов, у нас он стоит 4 куска. Ты покупай на Алиэкспрессе. Как думаешь, если не для спорта, то стоит бипы вторые брать? Сейчас Band 3. Нет, не стоит. Зачем, если у вас нет GPS-а? Ждешь ли ты технологию костной проводимости в следующих блендах? Нет, не жду. Будет ли стрим в субботу или воскресенье? Будет, Илья. Али, тихий город, как я знаю. Да, довольно тихий. Стоит ли менять Honor Band 4 или Mi Band 4? Нет, наверное, не стоит, Владимир. Можно ли измерить артериальное давление с помощью Mi Band 4? Еще раз, те 125 человек, что меня слышат. Артериальное давление, как и ЭКГ, все носимые девайсы, но исключая, наверное, Apple Watch в США, и то они ЭКГ а-ля считают. Никто не считает правильно, даже примерно правильно ни один девайс считать не умеет. Кроме Амрона. Это специальные часы для измерения давления. Посмотрите, какие они реально габаритные. Стоит ли покупать Honor FreeBuds Lite или что-то другое? Honor FreeBuds 2 купи, Коля. Все, бежим брать из-за этого циферблата. Беги. Кстати, все ли брать на Али, Китай или Global, или Alipay напрягает? Я бы брал Китай, потому что он дешевле. Я всегда за то, чтобы дешевле. Стоит ли ждать Huawei? Нет. Брал ли Amazfit Pace? Брал и утопил. Это первый мой обзор на канале Легенда. У меня есть про него обзор. Дальше. Mi Band 4 не появились тире при переноске слов. Не видел, не обращал внимания. Для чего 2 страницы? Никита, не здесь вопрос. Считает ли шаги Mi Band 4, когда едешь в машине? Если по кочкам, Сергей, то считает. Есть ли возможность Mi Band 4 за 2,5 на Авито слить? Гения, я думаю, да, но это нехорошо. Так, хочу снимать. Хороший ты блогер, удачи тебе и твоему каналу. Спасибо большое. Буду занят, ничего. Ты где покупал свой Mi Band? Я покупал вот этот бенд в Москве за 3000 рублей. 3048 рублей вместе с доставкой. Так, что ты ждешь в следующем бенде, чего бы хотел? Не жду ничего, жду Стратосы вторые. Я не пойму, про какой BIP 2 люди говорят в комментах. Amazfit BIP 2 должен выйти, Али, вот все обсуждают его изначально, потому что первый BIP был крайне популярен и на данный момент тоже. Потому что за 4000 рублей купить что-то с GPS, это очень круто, адекватное. Кстати, по твоему совету купил кроссы Amazfit Антилопа, ништяк кроссы, спасибо. Пожалуйста, Виктор, я рад помочь. Стоит ли ждать Honor Band 5 или можно покупать Mi Band 4? Покупайте Mi Band 4, я думаю, нет смысла ждать. Но опять же, китайскую версию, чтобы подешевле. Друг разбил
На Mi Band 4 экран, где можно поменять, подскажи. Нигде, мне кажется, Алексей, дороже выйдет. Хотя, может быть, кто-то и возьмется. Но мне кажется, за одну работу 1000 возьмут. Скажите, какие подсчеты для силовых тренировок в них есть, к примеру, для жима или штанги? По поводу активности. Есть тренировки, вот. Вы видите сейчас, так, секунду, ходьба, упражнения. Вот вы видите упражнения, и сейчас, так, фокус есть. Пульс и зона, и все, больше ничего он не считает. То есть на данный момент в упражнениях вообще... нет, калории еще считают. Пульс, зона и калории. И время. Все. Бесполезная штуковина. Mi Band 5, не понял. Приняли Иисуса Христа как Спасителя. В GTGO еще такая шутка. Здесь нет политики, нет религии на этом канале. ТЧК. На данный момент я сейчас эту штучку удалю. Так, дальше, что у нас за вопросы есть еще? Ты покупал в X-Store? Я не помню, где я покупал. Там столько магазинов. Кстати, подскажи, каких подсчетов для силов так ответил. Стоит ли заменить MSFit BIP на Band 4? Нет, потому что в BIP есть GPS, в Band 4 его нет. Заметил такой недостаток. Когда хочешь взаимодействовать с музыкой и делаешь свайп вправо с главного экрана, то данные по музыке не успевают загрузиться, экран автоблокируется. Что делать? Понятия не имею. У меня нет, по-моему, такого глюка. Может быть, делать это быстрее просто? Извините за, может быть, неуместный юмор. Дальше, что у нас за вопросы? Стоит ли заменить MS? Так, GTGO, спасибо, на YouTube Vancet скачал, все норм. Отлично. Опа. Он у меня заблокировался. О. Ну вот, вроде бы включается все. Дальше. Какие Bluetooth наушники посоветовал до 2000 рублей? Либо M9, либо QCY T1, либо Anime Buds. В ВК напишите, скину. Так, подожду, когда выйдет Mi Band 5, Mi Band 4 будет уже с нормальной прошивкой. Сейчас прошивка сырая. И на Band 4 согласен, но главное уже на русском языке. Что мне дает GPS на бипах? Трек. То есть он правильно отслеживает вашу активность, если вы бегаете. Если нет, то вам, в принципе, он и не нужен, если вы не бегаете. Или не ходите, и вам не важно, сколько вы прошли. То есть если вы не пользуетесь активностью с отслеживанием трека, то он вам не нужен. На Mi Band 4 пин-код у тебя, да, 1, 2, 3, 4 поставил. На Mi Band 4 можно музыку управлять? Можно. Спокойно. GTGO, sorry. Да ничего страшного. Это надо большими буквами обозначать название стримов, что все эти гаджеты за смешную цену ЭКГ мерить не будя. Гарин, они даже за серьезную цену ЭКГ мерить не будя. На данный момент примерно ЭКГ может мерить только, как я знаю, Apple Watch и только в США. Дальше. BIP 2 стоит ждать или брать 4, Band 4? Наиль, только если вам нужен GPS, то ждите BIP 2. Что лучше выбрать, Redmi AirDots или QCY S2? Я бы Q-шки взял. Какая вероятность брака с Али? Хаос, не скажу вам, все зависит от продавца. Стоит ли брать какие-нибудь еще проводные уши, при этом у меня сейчас Redmi AirDots? Проводные? Если вы любите хороший звук, то вам нужен еще и плеер к проводным ушам. Это так, для справки. А так смотрите сами. На них ведь GPS нет. Конечно, Влад, нету. На бендах не бывает GPS. Дальше. На мои вопросы начнутся, как придет предмет обсуждения. Вопросы начнутся, как придет предмет обсуждения. Отлично. Интересует тенденция каждый год выпускать новый Mi Band 4. Продолжится ли? Конечно, потому что это приносит бешеное количество денег и хайп для Xiaomi. Стоит ли покупать Mi Band 4, если третий стоит покупать? Если есть третий, то продавайте его и купите Mi Band 4. Если не продадите, то ходите с третьим. Зачем вам четвертый? Что еще в теории могут с прошивками добавить Mi Band 4? Ничего в теории, мое мнение. Может быть умный будильник, в чем я, кстати, практически уверен, что они смогут со временем. У меня уже почти полночь, я пойду. Всем пока. Счастливо, GTGO. Алекс, и вам привет. У меня сейчас Mi Band 2, хотел купить тройку, но вышла четверка. Какой посоветуешь брать, третий или четвертый? Конечно же, четвертый, потому что тройка моментально морально устарела, как только вышел четвертый BIP. Дальше, сколько Band 4 живут? Думаю, никто вам не скажет, потому что мало еще у кого они умерли, из тех, кто их только не разбил физически. Лайфхак, если включить в телефоне музыку и открыть камеру, кнопкой паузы на браслете можно фотать. Спасибо большое, Виктор, я думаю, уже есть проги, чтобы это делать.
без лайфхаков. Хотя, может, лайфхак хороший. Али Ахмедов, на BIP-2 будет такой же экран, как на BIP-1, понятия не имею. Не успеваю читать про такие штуки, я в основном делаю обзоры. Покупаю и дальше уже смотрю, что там есть. Сколько Band 4 живут? Так, какие? Или вы имеете в виду легенда, 2 недели живут? То есть без подзарядки. 1 неделю, как у меня, если их вообще третировать по жести. Какие лучшие наушники уши на Android? Лучшие беспроводные уши для Android в моем хит-параде это Honor FreeBuds 2. Но это опять же мое. Хотя они у меня умерли еще раз. Купил дешевые кроссы Asics Norm, вроде за 3000. Что думаешь? Покупал на Wildberries. Илья, если вам норм, то это не важно, сколько они стоят. Они могут и 2000 стоить. Уже был обзор на Habit i91? Вроде бы да. Плеер уже заказал, SED нет, но скоро закажу. Киллер, ты с Украины или из России? А это важно, из России. Не знаю, случайно, наверное, проводные написал. У меня проводные очень хорошие, я их менять не буду. Ну и правильно. Плеер не обязательно к проводным ушам, зависит от модели. Я слушаю со смартфона затычки, а вот полноразмерные лопухи с усилителя. Умно, хорошо. Можешь сейчас ремешок от Mi Band 3 красный поставить на Mi Band 4? К сожалению, нет, я не знаю, где он у меня валяется. Заказал Verge 2, будет обзор. Они вышли уже? Нет, по-моему, Verge Lite вышел какой-то и все. И может быть я их и закажу. Разница между Mi Band 3 и Mi Band 4 большая? Да. И все не из-за, в первую очередь из-за акселерометра. Короче, из-за того, что они грибки умеют считать. И, соответственно, у них может быть более чем адекватный умный будильник. Зачем выпускают подделки бендов, если такая низкая цена? Чтобы заработать, потому что у подделок еще ниже цена. Да, скорее всего, экран на BIP-2 будет такой же. Возможно. Во время бега с Mi Band 4 будет ли отслеживание по GPS через телефон? Будет, если у вас с вами будет телефон. Так, iOS или Android? Я пользуюсь исключительно андроидом, но если бы у меня было много-много денег, я бы пользовался iOS-системами, макбуками и же с ними. Но для этого у меня прям совсем много денег должно быть. Что хотел бы увидеть в новых BIP-2? Адекватный GPS, более адекватный, чем на данный момент он есть. Можно ли на Band 4 вырубать отображение ненужных мне функций, как на втором бенде? Можно, Виталий, и об этом тоже скоро сделаю обзор. У меня есть обзор по настройке Mi Band 3, и абсолютно так же вы можете настроить Mi Band 4. Там очень похожий интерфейс. Но я еще раз повторяю, что я сделаю на Mi Band 4 полный обзор, каким образом его настраивать и что там можно сделать. При включенном мониторинге сна и пульсе у меня Band помер за 5 дней. Еще 40 циферблатов поменял в этот период, но не думаю, что из-за этого. Нет, Виктор, из-за кастомных циферблатов Band умирают вообще моментально. Купил после вашего видео Xiaomi Antelope, шли почти 50 дней. Подошва в передней части тонкая, мои Lifestyle Asics, гель Light намного толще. Джек, так это для скорости. Скузи, Виталий Бобок. Будешь заказывать Fia 7? Уже заказал. Galaxy, привет тебе. Тарасов, у меня, кстати, где-то валяется iPod. Как тебе такой плеер? Норм. Толя Рогов, все равно не понимаю, стоит ли мне покупать Mi Band 4. Вы сами должны решить. Всегда удивляюсь, в моем городе Mi Band 4 стоит 3500 рублей. Так у всех Механь Бэй, если в магазине брать. Вообще приятно слушать Александра. Джек, спасибо. Как думаешь, появится в первой копии? Когда появится? Думаю, через недельки 3. Вышли Verge 2, в ВК тебе ссыль скинул. Спасибо. Я сейчас узнал, что работает блокировка экран рукой, как у Apple Watch. Угу. Хорошо, ну да. Можно разблокировать телефон при помощи браслета, одно могу сказать, если вы об этом. Стоит ли мне покупать Mi Band 4? Богдан, если у вас нет вообще Mi Band'ов, то стоит. У меня QCY T1 и поменял на Xiaomi проводные за $5 и не жалею. Илья, проводные всегда лучше. Немного не в тему. Ты говорил про то, какой гаджет обозреть. Xiaomi Mi Jet Derma, сушилка для обуви многофункциональная. Окей, попробую. Удачи тебе и твоему каналу, спасибо за ответ. Да, вам спасибо за то, что смотрите. Александр Лагутин, она стоит космос. Я не знаю, для кого мне ее обозревать, потому что аналог китайский стоит рублей 400. Нужен ли, хотя, может быть, куплю, я об этом подумаю. Нужен ли мне Mi Band, если я не занимаюсь спортом? Киллер, если вам нужны оповещения, да и просто потыкаться вот во что-то подобное, то, наверное, да. А так, не знаю, вам решать, если у вас лишние 2000 рублей. Если я пропустил стрим, то как узнать, победил ли я? Ибрахим, я в комментарии под видео обязательно напишу, что вы победили, поставлю лайк, и у вас придет оповещение. Просто смотрите его, а лучше написать в канале, о канале адрес мыла или контакта, чтобы я мог ответить.
Мне норм зашли Adidas R2. Отлично, подскажите, в Strava учитывается Dual GPS в смартах. Рисует ли более точный трек? Strava потом пересчитывает ваш трек, который смарт ему передает. Это единственное, что я могу сказать. Стоит ли покупать Mi Robot Vacuum за 13 тысяч? Саша, да, это дешево. Скажи, пожалуйста, что лучше, i60 китайский AirPods или Havit i91? У Havit'ов проблема, они большие, поэтому не скажу вам. И то, и другое довольно сомнительное приобретение. Когда новый обзор на бритву Xiaomi? Влад, он практически готов, но мне его нужно еще озвучить. Вы видите, как часто... На данный момент я чаще в 2 раза выпускаю обзоры, чем должен, потому что у меня заявлено 3 в неделю, правильно? У меня Stratos 2S, сапфировый экран. Это нормально, что если у него такая слабая вибра, в Mi Band 2 сильнее? Если изначально была такая же, то, наверное, нормально, но попробуйте перезагрузить часы, может быть, что-то изменится. Просто хочу подарить Mi Band 4 бабушке в маме, и поэтому хочется настроить, чтобы они особо не ковыряли его в эксплуатации, а только нажали кнопку, посмотрели время и шаги. Так и будет, вы просто его в стоке дадите им, будут тыкать и смотреть шаги. Я купил себе сушилку эту, стоимость 2200. Ну тогда норм, тогда я тоже куплю Лагутин. Со Strava Mi Band 4 соединить можно, по-моему, выгружать в Stravу, но зачем, там треков нет. Я не знаю, не отвечу, Хоки. Я посмотрю обязательно. Напиши мне в ВК, я перепроверю. Как думаешь, цена может снизиться на 4? Куда ниже? 1800 рублей? Серьезно? Ну, станет 1700. Mi Band 4 такая цена низкая. Да, и так цена низкая. Я про то, что их накрываешь, и у них экран гаснет. Нет, Mi Band 4 просто гаснет экран через 3 секунды. Дело не в том, что я их накрываю, это один из их косяков, я их уже перечислял. Плотно ли сидеть будет Mi Band 4 в ремешках прошлого поколения? Нормально сидит, но не металлических. Металлические надо подпиливать, и, как правильно уже сказали, будут зазоры. Что за часы лежат справа внизу? Справа внизу лежат Lemfa часы. Сейчас я даже скажу вам, какие. Может быть, не скажу, 5 секунд. А может, не Lemfa. Вот они. Вот сзади параметры. Понятия не имею. По-моему, Lemfa они. Но даже не написано, только артикул есть и все. Ну, я думаю, вы увидели. Дальше. Какой ремешок самый удобный для Mi Band 4? Мне кажется, стоковый самый удобный для Mi Band 4. Можно ли ремешки Mi Band 3? Ответил. Царапины хорошо ли Mi Band 4 собирает? Да, хорошо, несмотря на покрытие, собирает Mi Band 4 царапины. Где можно будет продать Amazfit Bip, когда выйдут часики 2-го поколения? Можно будет продать на Авито или на Юле. Любите ли читать книги? Что понравилось из последнего? Джек, Харпер. На данный момент у меня нет времени читать книги. Читаю только техническую документацию, к сожалению. Из последнего я читал... Я даже сейчас вам не вспомню сразу. Я точно перечитывал Рэя Брэдбери недавно. Вот. А так... Ну, Рэй Брэдбери вообще все. Я если читаю автора, то практически подряд все, что он выпускал. Так, ты говорил, что кто-то прямо обнаглел, что продал Mi Band 3 за 1800. Так вот, я зимой продал iPhone 5 за 7К. Очень круто. Окей, подождем. Всего доброго. Спасибо и вам всего доброго. Продал за год Mi Band 2 за 1200, купил Mi Band 3. Так, давайте не будем делиться своими достижениями в чате. Потому что люди начнут торговать, притом по очень неадекватным ценам. А мы же за то, чтобы у людей появлялись адекватные девайсы по адекватной цене. Что за пароль ты вводил? Natural Trip. На Mi Band 4 можно поставить пароль, чтобы в него кроме вас никто не заходил. Вдруг кто-то захочет ваше оповещение прочитать, правильно? Синхронизировать с умной техникой пробовал, это полезно, это делает с какой... Нет, на данный момент, Виталий, их с умной техникой не синхронизировать. А в долларах цены назвать, пожалуйста. Устал постоянно из рублей в доллары конвертировать. Amazfit Bip в долларах 25 баксов на Pandao. Вот, если не конвертировать. Так, на Wi-Fi розетку Blitzwolf я подумаю, Никола, но это не мой формат, если честно. Есть ли китайские часы на системе Android Wear? Не в курсе. Боже, спасибо, что приятно, Денис. Мне тоже приятно с вами общаться. Verge 2 вышел, 10 тысяч стоит. Халява. Сейчас закажу. Я не шучу. Реклама Авито и Юлы. Смешно, Никита. Есть варианты другие, где можно продать какие-то товары. ВКонтакте, не знаю, в Фейсбуке, в Окей. Нужно ли клеить пленку? Я никогда не клею ни на что пленку, поэтому не скажу. Но царапаться царапается. Стоит ли устанавливать? Я уже ответил. Какую музыку слушаешь? Вот сейчас, на данный момент, я думаю, вы слышите, что Билли Айлиш я слушаю. То есть, если я что-то слушаю, я слушаю запоем и, не знаю, постоянно прокручиваю, можно сказать.
Так, за сколько можно будет продать BIP-1? Я думаю, за 4000 попробуйте. Я в шоке, полгода Honor 4, ни одной царапины. Вы очень аккуратен, Владимир. Вторые бипы гораздо дороже первых, 6500, Стратосы на Пандау стоят 7500. Удивите меня, Александр, где вы видели уже вторые бипы? Барыги, да, это точно. Но вообще барыги чуть-чуть другой сет. Барыги это те, кто наркотой занимаются, а не девайсами. Сколько еще приблизительно будешь стримить? Не знаю. Пока 100 человек не упадет ниже 100. Давайте ниже 90. Не знаю. В общем, минут 10 еще давайте. Можешь ли полистать Mi Band 4, посмотреть функции? Вообще у меня в обзоре есть функции. Но давайте, чтобы все, кто не видел его и кому лень смотреть обзор, но они на стриме, можете еще раз посмотреть все функции на... То есть статус смотрим. Вот так. Плохо видно. Вот так лучше. Давайте я спокойно сначала пролистаю, а потом буду вам отвечать. Пульс. Понятно? Он, видите, у воздуха считает. Тренировки. Бег на улице. Беговая дорожка. Так, стоп. Фокус. Извините. Велосипед, ходьба. Упражнения. Бассейн. Притом бассейн либо 25 метров и меньше, либо 50. Вот, видите. Если 25 метров выбираешь, то можно ставить меньше. Дальше. Что у нас еще есть? Погода, уведомления. Нет уведомлений у меня на данный момент. Так, тихо. И дополнительно не беспокоить. Будильник, музыка. Секундомер, таймер, поиск устройства без звука, Alipay, дисплей. И плюс настройки, соответственно, яркость экрана. 5 градаций, это максимум, то, что вы видите. Перезагрузка, сброс настроек, регулирование и сведения. Вот. И что я не показал, это влево у нас управление музыкой, вправо у нас Alipay. Вот. Все, ответил на ваш вопрос, самый, наверное, важный сегодня. Так, не успею прочитать, только то, что успею. Вы не кажется, что отличная лаконичность третьего бенда утонула в бесполезных цветочных иконках и замусоренном watchface? Нет, не думаю. Это логичная реинкарнация. Если он живет 3 недели, зачем мне 150 раз в день видеть индикатор аккумулятора? Не знаю. Есть слушок типа NFC-версию, можно с техникой связывать. Виталий, я уверен, что допили это можно будет. Что собираешься сегодня купить, заказать? Кьюшки. Несколько кьюшек собираюсь заказать 11 числа. 25 баксов, MSFIT BIP я брал бенд за 27. Вот так. Будет ли обзор на колонку T6+? У меня есть обзор на T6+, на T6 Force и еще на какую-то, да, будет, я какую-то, по-моему, T6, нет, не T6+. Какую-то заказал еще у транспорта колонку, она еще не пришла. Скачал приложение Mi Fit, не запускается в телефоне, перезагружал, не включается, удалил, скачал, все ровно. Что делать? Ничего не понял. Напишите мне в ВК, Рома, я вам отвечу. Спасибо за инфу, надо идти. Счастливая легенда. На презентации сказали такую цену в юанях, у барыг еще дороже будет. Может быть, Mi Band за год без особых царапин, да пластик царапается, но не полируется. Но он же и полируется. Ну, вы просто лайфхаки придумываете. Я знаю, ты понял. Понял, Mi Fit показывать хотели. Потом. Я Mi Fit, скорее всего, все-таки, учитывая фокус, я Mi Fit покажу, каким образом настраивается в обзоре, чтобы было адекватно. Алекс, вы древний, наверное, как и я. Вот я вам сказал, что, по моему мнению, барыги, и вот что было в 90-х. Синхронизируется ли он с AirDots 1? Не понял. Нет, конечно, Богдан. Богдан, с браслета ничего нельзя подсоединять. А под прямым солнечными лучами, как Mi Band, не читаем трансфлективный топчик, чем этот дисплей. Трансфлективный лучше, люди читают. Мне читается сложно на нем. То есть в комментах мне все пишут, что под обзором с негативом моим на Band 4, что читается отлично. Ну вот скузи. Я так не считаю. Я считаю, что не очень читабелен экран на прямом солнце. При прямых солнечных лучах. На Xiaomi можно выключить видимость Bluetooth? Вы просто отключаете Bluetooth и все. Извини, пропустил, что лучше Havit i91 или TVS i60, сегодняшний обзор. Havit i91 рассчитан на большие уши, TVS i60 могут у вас сдохнуть в любой момент, потому что это реплика, поэтому ни то, ни другое я выбрать не могу. Но я бы i91 рискнул бы купить, во всяком случае вы их сможете перепродать. У меня проблема, мне кажется, что мой Mi Band 2 считает шаги неправильно. Что делать? Просто хотел близким отдать. Попробуйте перезагрузить его полностью, то есть к заводским.
верните его. Так, сейчас анонсируют QCY T3, значит куплю. Геня, сколько примерно стоит MSFIT BIP и за сколько ты брал? Я брал все время бипы в районе 4500 рублей, в долларах это на 6 на 7, 70 баксов, если кратко. То есть около 70 долларов, но сейчас я купил за 3000 рублей, и мне очень повезло. Что такое Qшки? QCY. Какой твой любимый праздник? Новый год. Не знаешь, есть смысл ждать с ассистентом Mi Band? Нет смысла вообще никакого. У меня тоже было, что Mi Fit переставал запускаться, приходилось удалять. Можете заказать Hey Plus, я видел у одного продавца за 1800. Никита, у меня Hey Plus, несколько обзоров на него, зачем мне еще раз их заказывать? Глянь копии AirPods TVS i200, i100, там есть подключение к iCloud и умные датчики приближения. По сути, они больше для обладателей iOS. Хорошо, посмотрю. Так, можно ли переключать музыку и включать тренировку? Не пробовал. Думаю, нет. Понятно, Алекс, у нас идет диалог. Лагутин, спасибо за стрим, вам спасибо, что пришли. Что часто стримишь? Уже очень понравилось твое общение, максимально кратко и информативно. Стримлю я раз в неделю. Вот, не особо информативно, потому что все-таки с фейсом было бы проще, но вот такой вот формат. Потому что либо отвечать, успевать то, что вы пишете, либо показывать вам какие-то девайсы прям активно. Не разорваться. Так, добрый вечер. Подскажите, а глобальная версия Mi Band 4 с NFC существует? Как я знаю, нет. То есть в глобальной версии NFC нет. Вот. Как бы так. Так, какие Bluetooth наушники по громкости и басам сопоставимы с проводными наушниками? Люблю музон потяжелее. Арсланов. В общем, только затычки и только хавиты, но они все безразмерные. Поэтому смотрите сами. Никола, счастливо. С айфоном работает? Конечно, работает. Спасибо, удачи. Удачи, Владимир. Киллер, маршалы. Маршалы, такое понятие. Мне не нравится, как звучат маршалы, киллер. Out. Какие лучше взять? Bluetooth 5.0 aptX HD. Напиши в ВК. Инстаграм второй раз отправил уведомление о твоем видео. Все бывает, так сказать. In Galaxy, спасибо за лайк. Что за робот стоит на столе? А это один из xiaomi-шных роботов. Почему-то я не могу найти остальные. Я бы купил, это сыну покупал. Я, наверное, куплю остальные эти роботы, но мне он очень нравится, поэтому я его ставлю в кадре. Хотя разумнее было бы поставить какой-нибудь цветочек или какой-нибудь гаджет, который вы бы захотели купить, потому что из того, что здесь лежит, кроме Mi Band 4, я ничего на данный момент посоветовать к покупке и не могу. И опять же, Mi Band 4 только китайскую версию без NFC, иначе смысла нет. Может быть, вот эти наушники буду советовать. Redmi Note 7, если вы, конечно, найдете его более-менее дешево. Ладно, дальше. Неродная магнитная зарядка для Stratos есть? Если да, оно того стоит? Нет. Не знаю, есть, наверное, Александр. Но я не терял старую. Будут ли работать так? На MSFIT BIP можно музыку управлять? Да, Мария, есть такие программки, которые позволят вам это делать. Программируется кнопочка. Подождите, вообще, по-моему, можно, есть там отдельное меню. Посмотрите мои обзоры. Привет. Будут Bluetooth наушники работать с Mi Band 4? Конечно же нет. Mi Band 4 не проигрывает музыку. Mi Band 4 может только переключать музыку на вашем телефоне. Яндекс почему-то не чешется в плане фитнеса, ни бенда твоего не придумали, ни даже приложухи. Было бы круто нашу адекватную прогу с поддержкой Mi Band'ов. Ну да. Sennheiser 4.4 лучшие наушники. Эдуард, там ценник, я люблю, очень бодрый. Дальше. Если у робота какое-то название, очень приятно вписывается в интерьер. Debug. Если вам нужна будет на него ссылка, напишите. Но вообще он единственный робот Xiaomi на Алиэкспрессе вот такого плана. Может, не нравится звучание, мне не нравится звучание AirPods 2, мои кьюшки звучали лучше. Или я неудивительно, это наушники-вкладыши, у них совсем другие плюсы. У кьюшек намного лучше басы. Киньте ссыльный ремешок от Marvel. Киллер, давайте вам... хорошо, пусть сюда кидают. Спасибо за крутейшие, подробнейшие и максимально объективные обзоры. Far Cry. Спасибо большое, хотя и не без греха. Я везде, если честно, по чуть-чуть косячу, но спасибо. Во всяком случае, я всегда готов вам помочь, если вы напишите мне в ВК. Это я обращаюсь ко всем 96 зрителям. Если у кого-то какие-то вопросы есть, все, что я знаю, я с вами обязательно этим поделюсь. И не для того, чтобы вы потратили лишние деньги, потому что самое главное, что в девайсах, чтобы они приносили радость, и вы тратили минимальные финансы на них, потому что все равно всегда лучше деньги тратить либо на эмоции, либо на учебу, либо на детей. Но это мое мнение.
Либо, конечно же, на ваше увлечение. Если гаджеты увлечения, то вам повезло. Mi Band 4 брал на Брингле 1700 глобал. Хорошо, Mi 8 на Mi 9. Нет, не стоит. Дальше. Уши Мифа все хвалят, но им занесли, что ты их скажешь. Я вот не слушал их еще. Други, вот Мифа, видите, такие красивые ушки красивые. На данный момент у меня вопрос к боксу. Вот это вот порнография в плане крепления, это жесть. Вопрос, какого лешего они стоят столько вот с микро-USB. Ну это не смешно. Серьезно, микро-USB за эти деньги. Дальше вопрос. Ну это круто, что такой негабаритный бокс, но вы серьезно? Он весит космос, просто космос весит. Что-то я разошелся. Давайте поотвечаю еще на вопросы. Так, чехол заказывал, чтобы трещин не было на редмиках. Осталось 1,5 месяца ждать. Надеюсь, за это время они не сдохнут. Никита, я верю, что ваши редмики не сдохнут. Вы же смотрите мой канал. Я шучу. Будете бережно относиться, они не умрут. Может, я что-то пропустил, а какие очки ты советуешь для бега? Александр, по поводу очков я могу вам показать свои очки для бега, если вы подождете. Но если я увижу еще 2 плюса, что нужно ждать, точнее, нужно бежать и показывать вам очки. Потому что если 100 человек будет ждать, когда я буду рыться и искать очки, это неразумно. Кстати, кто не видел, вот такая колонка с этими, с пикселями. Стоит космос. Покупал сыну. Можете посмотреть на канале обзор. Очень мало просмотров, хорошо звучит и прикольно выглядит. Так, хорошо, за очками сбегать надо. 5 секунд. И не смеяться. Я в них бегал бодрых 3 года. То есть для лыж у меня есть понятные очки, а вот в этих очках просто вот они мне нравятся, я их ношу, я в них бегаю. Покупал я, по-моему, их за 1700 рублей, по-моему, даже на Wildberries, но я не помню. Вот, Xiaomi-шные заказал себе очки еще. И их я протестил, ну, они такого же плана. А спортивные у меня есть адики, но они мне не нравились. И еще какие-то были. Ну, космос они стоят. Я не считаю, что если вы не профспортсмен, вам нужно покупать отдельные очки для бега. Но я надеюсь, что вас улыбнул. То есть можно будет подключить Bluetooth наушники Mi Band 4, просто сомневаюсь. Можно ли подключать сразу 2 устройства? Flashman, минимум 2 устройства к телефону, даже самому плохого, вы сможете спокойно подключить. Снимай побольше стримов. In Galaxy я постараюсь, если вам нравится, то буду снимать. Заказываешь наушники от Louis Vuitton. Смешно, Никита, смешно. Тарас, привет, в раздумьях, что взять, бипы или 4-й бенд? Я бы сказал, что если вам нужен GPS, то покупайте бипы. Если нет, то 4-й бенд. Я их видел в обзорах. Сет, да, я в них хожу и ничего страшного, убитые, да и черт с ним. Я вообще в плену вещей, то есть если мне какая-то вещь нравится, я буду уходить до упора в ней. Дальше. Покажи пароль цифровой на Mi Band 4. Можно ли его включать на постоянку, а не тогда, когда снимаешь на запястье? По-моему, нет. По-моему, только... Хотя, может быть, эта функция уже появилась. Но на тот момент, когда я ее ставил, этого делать было нельзя. Сейчас, подождите, еще раз активируется. У меня знакомый катается в очках 3M. Очень хорошие. Спасибо. Очки же нужны, чтобы голова не заболела из-за того, что ветер в глаза надувает. Правильно, Александр. Именно для этого. Ну и плюс от ультрафиолета, потому что все-таки глазки – это глазки. Колонка с пикселями четкая. Для детей вообще самое то. Виктор – это просто бомба для детей. То есть, если есть финансы, чтобы что-то подарить, вот это такая штуковина, которая 100% им зайдет. Спасибо, что почему-то сомневался. Не сомневайтесь. Почему вы постоянно в разъездах? Джек, хочешь жить, умей вертеться, во-первых. Во-вторых, если бы у меня не было желания, я бы не был в разъездах, но мне нравится колесить по нашей России матушке, тем более это появилась возможность только в этом году, точнее в конце прошлого. И пока еще покатаюсь. Краснодар мне понравился, хотя жить бы я там не смог, уже очень жарко. Какие беспроводные наушники можете посоветовать без задержки звука в видео? Беспроводные наушники без задержки звука в видео – это очень большое количество всяких ушей. Посмотрите на канале, не буду перечислять. Можете в ВК написать сумму, если вам лень пересматривать мои обзоры, и я вам напишу, какие вам советую. Вообще на Майбаце купите или Кьюшки, и все. Купаются в озере 2 друга, видят, да серьезно? Геня, ну вы, понятно, Геня, это уже больше подкол в сторону меня. Я и так не успеваю отвечать. А как ведут себя на солнце Mi Band 4? 34 раз Эдуард
Пользователям нравится, мне не нравится, слабовато они видны на солнце. Как подключить два устройства к одному смарту? Легко, Илья. Вообще в настройках самого устройства, когда вы станете разработчиком, у Android это очень легко, вы можете увеличить количество, как я помню. А в принципе меньше 3 девайсов обычно нет таких Bluetooth модулей, которые поддерживали бы меньше 3 девайсов одновременного подключения. По-моему. Может быть, 2 это как минимум. Хотя, по-моему, 3. Как правильно колонка называется? Я не помню, посмотрите в обзорах. Она единственная у меня висит цветная. Смотрю тебя каждый день. Galaxy, я не каждый день делаю обзоры, но спасибо большое, что смотрите. Как тебе ТВС-наушники Holoid GT1? Денис, мне их предлагали на обзор бесплатно, я их не взял, потому что там сенсор. Я не вижу, что за 1200 рублей они туда запихали хороший сенсор, но я уверен, что там неплохое звучание. Тут дилемма у меня, я их возьму, расскажу, что сенсор ужасен, и, не знаю, в общем, я их, скорее всего, куплю сам лучше себе. Потому что если все-таки тебе что-то присылают на обзор, ты должен чуть-чуть поприятнее что-то рассказать, наверное, чисто морально. Потому что, еще раз повторяю, для 105 человек здесь мне пока за обзоры не платили ни копейки, хотя нас уже почти 49 тысяч подписчиков. И, в принципе, я не считаю, что блогеру нужно платить за обзоры. Потому что есть другие способы, во-первых, зарабатывать, во-вторых, если ты начнешь зарабатывать таким образом, то у тебя появится моральная обязанность рассказывать о девайсе что-то, что ты бы не стал рассказывать сам. Вот, наверное, выговорился. Дальше. Слышал о городе Жуковский? Конечно же, слышал. Для меня колонки это только JBL, но слишком дорогие не беру. Flip 4 или Charge 3, понятно. Гений, ничего. В каких случаях имеет смысл покупать ноутбук с доставкой из Китая, а не приобрести фирменный? Вот я бы сказал, что я не стал бы в Китае рисковать покупать ноутбуки, хотя, наверное, куплю, но опять же, потому что я веду канал, а не потому что я суицидник. Вот. В обычном магазине, обычно в каком-нибудь таком маленьком, он не особо дороже стоит, если мониторить. Обычно люди продают довольно дешево в больших городах. Сделай обзор на эти уши. Вот на эти обязательно сделаю. YouTube основная работа? Нет, Денис. YouTube это основная моя статья расходов. Вы можете посчитать количество обзоров и посмотреть девайсы. И да, там есть, наверное, штучек 20 того, что мне засылали. Но это вообще никаким образом не вывозит то, что я трачу. Да, слышал. Заказал Mi Band 4, хочу что-нибудь спросить у тебя, но все обзоры и так пересмотрел, и вроде все знаю. Есть ли что-то еще такое в них, о чем не говорят в обзорах? Есть Dead Asted Lodge, но я об этом расскажу в расширенном обзоре про то, как настраивать этот Mi Band 4. У нас, в принципе, у вас хорошие принципы, нравственность в наше время не всегда встречается у людей. Джек, все относительно. Я знаю людей намного лучше, чем я. В прямом смысле это не сарказм и не попытка занизить свои какие-то достоинства. Во всяком случае, я крайне работоспособен. То есть мне нравится вести каналы, видите, я стараюсь делать максимум обзоров. И во всяком случае стараюсь всем отвечать. Если вы не видите лайка или еще чего-то под вашим... Если вы видите на вашем комментарии лайк, знаете, что я его прочитал. Может быть, если он был не подразумевающим ответа, конечно же, я не ответил. Если хотите 100% ответа, пишите в ВК. Вот. Так, всем пока, доброй ночи. Счастливо, Никита. Виктор Евгеньевич, как жена к твоему увлечению на YouTube? Виктор, ей нравится, потому что она, допустим, фотографирует очень часто мне какие-то вещи, которые я заказываю. Как пользоваться режимом тренировки бассейн при плавании в открытом водоеме? Никак. Грибки будет, расстояние будет, но вы просто ставите 50 метров и надеетесь, что он более-менее нормально посчитает вам. Слушай, а ты потом стрим удалишь? Нет, Денис, я не удаляю стримы, и мне миллиард раз советовали не говорить этого, но после стримов очень много людей отписывается. Но я считаю, что это не важно, потому что вот канал, в принципе, вот такой, какой сейчас вы его слышите, через час 22 моего болтания, вот такой он. Спрашивайте что угодно, но говорю, старайтесь по поводу религии ничего не спрашивать, потому что я атеист, хотя считаю, что... Нет, я не атеист, это как правильно? Я не загоняюсь по этим темам. Просто ты должен более-менее правильно по своему мнению жить, и все, чтобы спокойно спать и не будило тебя ничего. Польза, как настройка называется, у меня нет ничего похожего, прогу подскажи. Илья, напишите в ВК, не понимаю, о чем вы, не запомнил, о чем вы писали. Дальше. Рискнул бы заказать умную GPS-розетку, GSM-розетку из Китая? Легко. Они не так дорого стоят, и там есть стабильно комментарии по тех, кто покупает. Ронда не знаю почему, потому что формат не всем такой нравится. Дальше.
Агностик. Да, Сережа, спасибо большое. Но вы понимаете, почему начинаю подвисать, правда? Потому что час 20. Привет, посоветуй, пожалуйста, кроссы беговые до 3000 рублей. Филд. Любые кроссовки, хотя, может быть, это 106 людям и не интересно, но любые кроссовки нужно покупать исключительно мерить их. Но если у вас маленький город, купите антилопы, на которой у меня был обзор, они до 3000 рублей. Или купите, да лучше антилопу купите, это наверняка. А так, не знаю, Asics. Сейчас на распродажах очень много до 3000 рублей на Wildberries, в Канте и же с ними. Но обязательно перепроверяйте, смотрите, как тот или иной бренд перепроверить на оригинал. Руслан, спасибо большое. Field в 12 лет в Канте очень много детских моделей, довольно дешевых. Даже за 2300 можно купить. Посмотрите, вот сейчас я другу заказывал за 290 очень хорошие айсексовские кроссовки, уже третьи. У него 2 детей, еще и супруга будет в них бегать. И я сейчас не шучу. Mi Band 4 китайская версия, заряд сутки держит. Я в шоке. Антон, вам попался просто жесткий брак. Невозможно такое. Это невозможно. Так, 4.25, сейчас плавать пойду. Виктор, спать 4.25, если вы не на работе. Я писал про подключение 2 девайсов к одному. Подскажи, пожалуйста, но у меня нет настройки этой настройки. Илья, нужно сначала получить права разработчика. И после этого в настройках разработчика они есть. Антилопа заказ должен скоро прийти. Денчик, я уверен, они вам понравятся. Galaxy, я Иван. Очень приятно, Иван. Так, Дмитрий Сергеев. Разрежь кроссовки, посмотреть, из чего состоят. Думаю, будет посмотреть. Хорошо. У тебя час 20, у меня под Киевом 21:20. Нет, у меня 21:25. Я говорю, что я час 20 уже отвечаю на ваши вопросы. Skechers самые удобные кроссовки. Сейчас хожу в Адидасе, и Skechers за 4000 намного удобнее. Деннис, очень много скетчерсов поддельных, прям безумное количество, плюс у оригиналов безумное количество брака. Смотрел я их. Антон, пожалуйста, Илья, получил настройки разраба. Отлично, и дальше ползите в них и смотрите. Денчик тоже, надеюсь. Отлично. Так, если вопросов больше не осталось, я думаю, пора нам заканчивать стрим, да, други? Ты из Украины? Нет, у меня московское время, я из России. Так, у меня MSFIT BIP, есть ли на него приложение управления плеером? Да, Эдуард, посмотрите мою настройку MSFIT BIP, обзор на канале по настройке MSFIT BIP. Там есть все сторонние приложения. Так, прополз нету нигде. Илья, посмотрите лучше. Ну, раз такой интерактив, имеет ли смысл брать iPhone с Алиэкспресса? С Темола, да. Почему нет? Что за Кант? Флит, это Кант. Напишите Кант спортивный магазин. У вас откроется спортивный магазин Кант. Эдуард, пожалуйста. Прога еще есть какая-нибудь? Мне проще. Илья, вот я вам сказал, я не помню где. Так. Нет, через прогу никак. Вы имеете в виду по количеству подключенных девайсов посмотреть? Нет, через прогу, по-моему, никак. Заказал 3 штуки Mi Band 4, дали фейковый трек, потом выставили счет, 0,01 цента оплатил, опять трека нет. Первый раз такой анализ за 10 лет опыта. Все бывает. Я говорю, Иван, мне вообще 4 браслета эти идут так долго, прям очень долго. Спасибо, Galaxy, тебе за то, что был на стриме. Какой вообще лучший фитнес-браслет взять? На данный момент Mi Band 4. Денис, почему в Темол товары стоят дешевле? Потому что они налоги не платят. И потому что у них уже изначально эти товары на складе. Плюс, как я подозреваю, Темол это такая площадка, которая подразумевает, что в Алиэкспрессе магазины должны там большие, крупные, продавать по скидкам в какой-то момент времени свои товары, для того, чтобы оставаться на Али в топе. То есть это как договоренность между площадкой Алиэкспресс и продавцами в Китае. На китайском Mi Band 4 есть, если листнуть в сторону, то откроется музыка, а в другую сторону откроется... Так, если... Да, в другую сторону Alipay открывается. Все правильно, я показывал. Могу еще раз показать. Спасибо за обзор. Подскажите, как Mi Band 4 работает с Bluetooth 4.2? Да нормально он работает. 2 недели у вас отживет, если не будете ставить ежесекундную проверку пульса. Вот Alipay. Так, стоп. Вот. Вот он, Alipay. Дальше. Стоит ли покупать китайскую версию Mi Band 4? Конечно, она на русском будет у вас и все. Mi Band 4 управляет музыкой в любых наушниках? Да, почему нет? Конечно, тут же важен носитель, компьютер или телефон. Есть ли разница между китайской глобальной версией Mi Band 4? Еще раз. В китайской версии, если вы будете покупать китайскую версию, поддерживается русский только в
в версиях NFC. Если NFC есть, то, скорее всего, русского не будет. Только я в самом начале стрима рассказывал, я уже заговорился, если честно. Заказал у Midge 5 А5 Pro, уже неделю жду, до сих пор не отправили. Что делать? Ждать дольше отправки? Можете ждать, чего смертельного. На айфоне тоже же русские, на Mi Band 4. Да, спасибо за ответ, пожалуйста. А в России где можно купить? Да, уже можно купить. В Москве очень много вариантов. Ничего себе, человек с самого основания Алиэкспресса заказывает там. Да, это очень круто. Есть и такие. Так, дальше. Никита, пожалуйста, заказывал что-нибудь из Wildberries? Мифарос, возможно, это вас шокирует, но у меня на много-много сотен тысяч рублей заказы на Wildberries, потому что я жил в регионе, в котором нет ЖД, и они открыли пункт выдачи, и я там вплоть до подгузников все покупал на протяжении довольно длительного времени. И это было крайне выгодно. У меня дома лежат Redmi AirDot, а сейчас левый и правый наушник только по отдельности работают. Перепрошивать. Алмаз, напишите мне в ВК, я вам скину инструкцию. Короче, китайская версия без NFC ничем от глобала не отличается. Еще раз, китайская версия без NFC. Так. Ну, ничем. Русский язык есть. Только единственное, ну да, русский язык есть и все. Там есть какие-то отличия мелкие, мне писали про них, но сейчас я вам не подскажу, потому что у меня сейчас чуть-чуть мозг кипит. Ты представляешь, в Москве видел магазин, в котором можно оплатить Alipay? Да ладно. Денис, да ладно, не верю, но может быть. Короче, так, спасибо за стрим, за обзор, очень понравился канал. Горыныч, я очень рад, что вам канал понравился. С Mi Band 4 музыкой управлять можно только со стандартным плеером? Нет, с любым, как я знаю. Я с 3, по-моему, пробовал. За какой промежуток времени он подключается к Mi Fit и обновляется? Секунд 30. Но мне кажется, здесь зависит от телефона, от модуля, от всего, от интернета. Так, Тарас, пора отдыхать, да и тебе тоже заговорился. Спасибо. Это намек на то, что я слишком много лишнего говорю. Серьезно говорю, насколько я помню, это был дорогой магазин одежды. Нет. Ну может быть. Круто. Как ты относишься к Стасу Ай как просто? Ну, как? Я его смотрел очень давно, но слишком много мата. Слишком много мата, слишком много клише, и я не оцениваю таких крупных блогеров, понимаете, потому что они как каналы, они как ОРТ или РТР, у них есть свой зритель, и они делают то, что этому зрителю нравится. Вот и все. Есть очень хорошие блогеры в районе 100 тысяч, 200 тысяч, очень серьезные, я не успеваю их, к сожалению, смотреть, потому что сам делаю контент, вот. Но и как просто не самый плохой блогер. Хотя мне не нравится, как он там пытался рюкзаки резать драматично, либо как топил за Meizu Pop слишком активно, точнее за Meizu, когда они ему платили, а в принципе фирма хорошая, сейчас он ничего про них не говорит. Слишком много сладкого по поводу Xiaomi он рассказывает, но его же выбор. А вы смотрите, и я бы смотрел на вашем месте. Так, серьезно говоря, насколько я помню, так... GTR новые вроде. Да, MSFit GTR, я их закажу обязательно. Как пароль ставить на Mi Band 4? Очень просто через Mi Fit. Как убрать Alipay? Никак пока. Все, я думаю, все, вопросы иссякли, други. 112 человек, это мой маленький рекорд. Спасибо, что смотрите. Следующий обзор уже будет с розыгрышем Mi Band 4, как я помню. По-моему, M9 еще будет розыгрыш. Это наушников, которые являются OEM Elari. Вот, и 15 числа, да, еще Mi Band 3 будет розыгрыш. То есть у нас целых 3 розыгрыша на следующем стриме, возможно в субботу, возможно в воскресенье. Но если я в субботу и воскресенье буду с ночью вместе на работе, то тогда только в понедельник. Не нашел видео. Эдуард, напишите в ВК. Евгений, Челябинск норм. Руслан, что ты думаешь о проводной колонке Свин? Свин всегда топ. Это мое мнение. Хотя дорого, но топ. Так, други, давайте друг с другом прощаться. Сет, спасибо, счастливо. Минуту на прощание. Айдар, чем отличается Marvel версия? Ничем, только времешками. Счастливо. Флэш, счастливо. Многих бесит, поэтому с кем не нужно прощаться, можете убегать без прощания. Спасибо, что смотрели. Киллер, счастливо. Максим, счастливо. Мария, вам спасибо, что смотрите. Флид, еще раз в ВК напиши. Дима, счастливо. Павел, скоро, на следующей неделе. Эдуард, счастливо. AGSM, счастливо. Максим, счастливо.
Колонки Xiaomi все норм. Только надо дешевле покупать. Руслан, счастливо, спасибо за пожелание. И Мерсенарио тоже счастливо. Павел, спасибо большое. Давайте, все, заканчиваем. Сергей, удачи. И стоп стриму. До воскресенья.